прошлом ролике мы упомянули, вышедшие в августе 2025 года сильно разрекламированные идеально глянцевые True Black Glossy плоские мониторы Asus на матрице LG тоже поддерживают антибликовые свойства. В них этот слой называется Zero Haze, или по-русски слой с нулевой мутностью. По заявлению Asus, True Black Glossy отличаются следующим: снижает отражение на 38% по сравнению с предыдущими глянцевыми матрицами, сохраняет яркость и контрастность даже при ярком освещении, благодаря технологии MLA+, поддерживает дисплей HDR True Black 400. И хотя True Black Glossy разрабатывался в сотрудничестве с LG, из описания видно, что это все же матрица предыдущего, третьего поколения, так как в панелях последнего, четвертого поколения слой микролинз полностью отсутствует. Поэтому в этом ролике рассмотрим, что такое True Black Glossy и как с ним жить. Несмотря на многочисленное обращение к местным продавцам электроники и непосредственно в компанию Asus, никто из них не откликнулся на просьбу о предоставлении образца для обзора. Экземпляр для обзора был приобретен отдельно, за средства канала. Технические характеристики. Это младшая модель в линейке Strix из двух представленных, поэтому максимальная частота обновления экрана не 240, а 165 Гц. Изготовитель панели монитора – компания LG. Как мы упоминали в предыдущем ролике, панель монитора – это WOLED матрица третьего поколения. В ней присутствует слой микролинз MLA – Micro Lens Array. В этом поколении матриц он предназначен для перенаправления и фокусировки света от пикселей в сторону зрителя, объективно помогая увеличить яркость изображения. Комплект поставки. Монитор поставляется в непримечательной светлой картонной коробке с абстрактными принтами. Указано название модели, присутствуют стикеры с техническими характеристиками и серийным номером. Коробка открывается не как торт или пицца, а с торца. В пенопластовом вкладыше находится сам монитор, ножка-подставка, сумка с кабелями, адаптер веса крепления, краткое руководство по сборке. Сборка. Руководство рекомендует начать сборку монитора, не вынимая его из пенопластового ложа. Крепление ножки подставки защелкивается в тыльной части монитора. И тут же виден первый недочет. Крепление ножки имеет видимый люфт в гнезде. Подключение. Монитор имеет стандартный набор гнезд для подключения кабелей периферии. Один DisplayPort 1.4 с DSC, к сожалению, не DisplayPort 2.1. 2 HDMI 2.1, один USB-C с режимом DP-Alt и всего 15 Вт Power Delivery, что тоже не впечатляет. USB-хаб с хостпортом и двумя USB 3 портами по стандарту USB 3.2 Gen 1, то есть 5 гигабит. Один мини-джек для наушников. Внешний вид и первое впечатление. У нас в студии есть старый LCD-монитор марки EVE. По внешнему виду монитор заметно отличается от своего LCD-собрата. Как и у LCD-монитора, оказалась поверхность экрана не стекло, а пластик. В этом старый ноутбук Dell XPS 15 на голову опережает обоих претендентов. Корпус за экраном заметно тоньше по краям, но электронный блок все еще сильно выпирает сзади. Рамки вокруг рабочей области экрана все еще довольно большие. Никакого Infinite Display нет, впрочем, этого никто и не обещал. Ножка, хотя и не такая оляпистая, как у других представителей игровых серий Asus, но все же заметно уступает по дизайну простой и элегантной, полностью металлической ножке конкурента от EVE. Выступающий подбородок управления уже не раз критиковался всеми обзорщиками. Трудно поверить, что функции, возложенные на него, не могут быть интегрированы в корпус монитора без всяких наростов и выступов. По последним данным, MSI тоже стала делать такое в своих мониторах, и это, мягко говоря, вызывает недоумение. Блики и отражения, конечно, есть, но фирменное антибликовое покрытие Zero Haze довольно хорошо справляется с работой. Но, естественно, чудес ждать не стоит.
Если вы расположите монитор в максимально некомфортном с точки зрения внешнего освещения месте, то вы и вся комната позади вас будете в отражении. Несмотря на то, что долгое время мы используем в студии Dell XPS 15 с 15-дюймовым глянцевым OLED-экраном, первоначальный эффект от взгляда на 32-дюймовый настольный монитор нисколько не был разочаровывающим. В выключенном состоянии черный прямоугольник со смоляной бездной сразу приковывает взгляд, а после включения яркая, сочная и контрастная картинка тоже заявила, кто отныне будет королем рабочего пространства. С другой стороны, если поставить рядом ноутбук и монитор Asus, то преимущества True Black Glossy не такие уже выдающиеся. Более того, субъективно выглядит, что покрытие монитора ноутбука даже лучше справляется с подавлением отражения и бликов. В выключенном состоянии видно, что чернота экрана ноутбука отливает зеленым, а чернота экрана монитора Asus отливает едва заметным фиолетовым цветом. Ну и, конечно, отсутствие настоящего стекла у Asus удивляет. Первая работа с текстом на веб-страницах и в текстовом редакторе не выявила ожидавшихся проблем с четкостью. Ореолы вокруг букв присутствуют только справа от вертикальных линий букв и не так заметны, как могло бы показаться после просмотра ранних обзоров. Кроме того, по мере продолжения работы с монитором, глаз, условно говоря, замыливается и привыкает к картинке, и этого слегка негладкого контура с течением времени уже не замечаешь. Отдельных пикселей, как на старых мониторах, не видно, но величина 140 ppi примерно для моего конкретно зрения кажется предельной, выше которой все условно гладко и без зазубрин, а ниже сильно некомфортно, видны пиксели. Меню и управление. Включение и управление производятся кнопками и джойстиком в нижней части обратной стороны монитора. Джойстик маленький и неудобный. Сходу точно управлять не получается. Постоянно промахиваешься не в то меню, которое планировал. В этом плане претендент в лице Eve на шаг впереди. Есть отдельная кнопка выключения без подтверждения действия, а сам джойстик имеет более удобный тактильный отклик. Он крупнее, точнее выполняет команды и ощущается менее разболтанным. Меню монитора, несмотря на марку, довольно примитивное. У него есть два режима отображения – крупное и мелкое, причем оба неудобные и с неприятным фирменным красным дизайном. И тем не менее, у Eve меню еще гораздо более примитивнее и неприятнее на вид. Абсолютно непонятно, почему компании так мало внимания уделяют этому, не побоюсь этого слова, лицу продукта. Пункты меню сгруппированы по подразделам. Все пункты яркие и пестрые. А при входе в меню нет ощущения, так сказать, дефолтного экрана. Меню как бы подталкивает пользователя начинать сразу крутить регуляторы. Так как монитор считается игровой, то и меню в основном все сосредоточено вокруг игровых терминов и смыслов. Большинству пользователей, кто не планирует большую часть времени играть на этом мониторе, они попросту не нужны. Скрыть их тоже невозможно. Каждому из 4 направлений нажатия джойстика можно назначить действие по умолчанию. После этого заходить в меню, чтобы что-то изменить, можно уже не так часто. Мы назначили движение вверх и вниз, регулировка яркости. Влево – выбор режима HDR. Вправо – выбор видеовхода. Виджет управления. Как и у ряда других компаний, у мониторов Asus есть свой виджет управления монитором. Он позволяет управлять настройками монитора мышью или клавиатурой, без непосредственного нажатия на кнопки на самом мониторе. Очень удобно, когда требуется не шевелить сетап монитора или неудобно к нему тянуться, а к нему всегда неудобно тянуться. Окно виджета практически повторяет структуру меню монитора.
но управлять этим всем гораздо удобнее. Следует все же отметить, что виджет не имеет некоторых настроек, которые есть только в меню самого монитора. Например, дистанция срабатывания датчика присутствия или выбор порта ввода. Для быстрого доступа к конкретным настройкам можно назначить горячие клавиши или сочетание клавиш на клавиатуре. Поначалу у нас был запланирован абзац про плохо работающий режим HDR, но позже выяснилось, что проблема заключалась только в самом виджете, который вызывал сбой в работе монитора, переводил его в режим постоянного пропадания и появления изображения. К счастью, буквально в дни подготовки текста обзора вышло обновление, которое практически полностью избавилось от ошибок. Практически, потому что при желании можно ввести виджет в заблуждение, одновременно пользуясь джойстиком. Виджет с задержкой реагирует на такое оверрайд управления и иногда некорректно показывает текущий включенный режим, но это уже мелочи. Средства по предотвращению выгорания. Так как монитор выполнен на матрице LG по технологии WOLED, в нашем случае третьего поколения, в нем, как и во всех других OLED, есть подраздел меню OLED Care, полностью посвященный способам предотвращения или замедления выгорания. К этому относятся настройка обновления пикселей, настройка времени до выключения после покидания рабочего места, настройка обнаружения и затемнения постоянных элементов интерфейса, логотипов и тому подобное. Обычному пользователю рекомендуется включить и использовать все эти функции, чтобы избежать преждевременного выгорания матрицы. Отдельно в виджете в разделе OLED Care есть меню Uniform Brightness, который при включении почему-то снижает общую яркость экрана и сдвигает цвет в более теплые тона. Из-за этого мы предпочли им не пользоваться. Калибровка. Простую калибровку монитора для SDR режима мы проводили с помощью Color Monkey Photo и программы DisplayCal. Целевая яркость была выставлена в комфортное значение. Это оказалась величина примерно 125-130 нит. Скорректированную кривую вы видите на экране. Профиль ICC можно будет скачать по ссылке в описании под видео. Калибровку HDR режима ввиду отсутствия профессионального колориметра и соответствующего приложения CalMan мы проводили с помощью утилиты от Microsoft под названием Windows HDR Calibration. По результатам ее работы генерируется отдельный HDR профиль, который четко и корректно включается при активации HDR режима. Впечатление от работы. Когда впервые появились OLED-дисплеи, это был только вопрос времени, когда они появятся в компьютерных мониторах. Десятилетия люди мучились сначала с электронно-лучевыми трубками, затем с TN-матрицами, IPS, VA и так далее. И, наконец, спустя годы средства отображения достигли пиксельной точности управления цветом и светом. Первое это принесла в широкое применение технология OLED. Конечно, за годы развития OLED тоже эволюционировал. Менялись материалы, электроника, алгоритмы управления и интерфейсы. К сегодняшнему дню мы достигли практически пика этой технологии с точки зрения качества изображения, и дальнейшие улучшения изменят лишь некоторые отдельные потребительские качества, такие как яркость, цветовой охват, надежность, долговечность, устойчивость к бликам, но не ключевые особенности – контраст и глубину черного. Многие из нас имели дело с LCD-мониторами, кто-то с обычными экземплярами, кто-то с более продвинутыми моделями. Как правило, обычные LCD-мониторы имели резкое неприятное изображение с утомляющей глаза подсветкой. Более совершенные модели, как в iMac, имели большее разрешение и более совершенную подсветку.
Благодаря этому глаза меньше утомлялись, а само изображение казалось более мягким и щадящим для глаз. Редактировать фото за таким монитором было одно удовольствие. Но времена поменялись. Теперь у каждого, даже в самом недорогом телефоне, OLED-экран. Топовые места в конкурсах телевизоров прочно удерживают OLED-модели. В голливудских студиях помимо профессиональных LCD появились и клиентские OLED для оценочного просмотра. То есть OLED стал массовой технологией доставки контента зрителю, что наконец привело к необходимости применять OLED для работы над контентом. Главным сдерживающим фактором до сих пор был преждевременный износ OLED-материала, но теперь производители достаточно уверены в своих технологиях и предоставляют длительные гарантии от выгорания. Обычные производители дают 2-3 года гарантии от выгорания. LG на свои мониторы дает до 5 лет гарантии. От себя отметим, что монитор, скорее всего, морально устареет гораздо раньше, нежели он выгорит. Учитывая особенности технологии, OLED не подходит для каждодневных ситуаций, когда монитор, образно выражаясь, горит по 18 часов в сутки не выключаясь. Такие офисные сценарии, хотя и возможны, но в среднесрочной перспективе приведут к очевидным плачевным результатам. Более реальный use case – это критическая к ошибкам цветопередачи и более приближенная к устройствам доставки контента среда работы, вышеупомянутым OLED-телефоном, планшетом и телевизором. Как правило, это различного рода фото- и видеоредактирование, то есть подготовка визуального контента с возможностью отслеживания, как он реально будет смотреться именно на экране на технологии OLED. Текстовые документы и другая работа с текстом. В целом, монитор показал уверенную работу с текстом. В Word и браузерах никаких аномалий или неприятностей не замечено. С включенным и выключенным ClearType режимом текст был одинаково легко читаемым и четким. Как уже упоминалось, слабый размытый ореол есть только возле правого края вертикальных частей букв. Постепенно к этому привыкаешь и со временем уже не замечаешь. Фоторедакторы и видеоредакторы. Редактировать фото на таком размере экрана очень удобно. Рабочая область экрана с изображением имеет самый подходящий размер для поля зрения. Все инструменты удобно располагаются по краям и не мешают просмотру. В видеоредакторе, в частности в Resolve, тоже довольно просторно по сравнению с 27 дюймами, но все-таки не так комфортно, как это могло бы быть на мониторе с соотношением сторон 21:9. Такие панели с диагональю 39 дюймов только готовятся к выходу в 2026 году, и цена, скорее всего, будет негуманной. Игры. Для игр размер 31,5 дюйма один из самых комфортных, но все-таки для многих жанров, включая бродилки, гонки и стрелялки, монитор с соотношением сторон 21:9 более предпочтителен. Это связано с тем, что в поле зрения, в том числе периферийного, попадает больше визуальной информации, и этим достигается большее погружение. Многие авторы на YouTube даже выпустили ролики, где буквально разрываются между этим и 21:9 монитором с худшим разрешением, и все-таки для игр предпочитают именно 21:9 вариант. Так что 31,5 дюйма с классическим 16:9 далеко не панацея и не окончательное решение мониторного вопроса для всех и каждого. HDR-фильмы и YouTube. Вот где этот монитор реально сияет, так это в HDR-контенте. Пусть у него и не выдающаяся максимальная полноэкранная яркость, но за счет глубины черного и по сути бесконечного контраста монитор очень хорошо справляется с контентом такого рода. В меню монитора есть 4 настройки HDR профилей: Cinema HDR, Gaming HDR, Console HDR и HDR 400.
Все они имеют предварительную настройку с завода, но отдельный пафосный пункт меню позволяет разблокировать настройку яркости для каждого из этих профилей. Только тут одна маленькая деталь. Яркость регулируется только джойстиком. В виджете регулировка недоступна. Итак, подведем краткие итоги нашего обзора. Среди плюсов отметим следующее. Выдающееся качество изображения в SDR и HDR. Пиксельная точность управления светом и цветом. Малое время отклика. Бесконечный контраст. Отсутствие видимых дефектов изображения, вызванных слоем микролинз MLA. Наличие расширенного цветового диапазона. 10-битный режим работы. В выключенном состоянии левая клавиша управления вызывает информационное окно с текущим состоянием монитора без необходимости включения. Скидка несколько сотен долларов по сравнению с версией на 240 Гц. Мы считаем, что версия 165 Гц достаточно для абсолютного большинства задач, стоящих перед обычным пользователем. Среди минусов отметим следующее. Завышенная цена. Уже морально устаревшая на 25 год технология WOLED третьего поколения, которая проигрывает четвертому поколению по яркости и долговечности. Не самый совершенный дизайн корпуса и подставки. Люфт подставки в корпусе, что недопустимо в изделии такого ранга и бренда. Устаревший интерфейс DisplayPort 1.4. Сложно поверить, что DisplayPort 2.1 был бы катастрофически дороже. Отсутствие нормального Power Delivery, хотя бы 100 Вт, чтобы запитать средний ноутбук. Старый ноутбук Dell XPS 15 требует 110 Вт и выдает сообщение о недостаточном питании. Ноутбуки на более современных процессорах имеют блок питания 65 Вт. Но 15 Вт в этом мониторе все еще недостаточно, даже для таких слабых ноутбуков. Довольно широкие рамки по краям видимой области экрана. Бесполезная, безвкусная подсветка на тыльной стороне монитора. Неудачный джойстик управления меню. Слишком мелкий, неточный и с большим люфтом. Требует привыкания. Само меню со стилизованным под игровую и брендовую тематику выглядит слишком пестро и несолидно. Яркие красные оттенки откровенно раздражают. Меню должно быть серым и неброским, как в профессиональных изделиях или близко к тому. Некачественная старая версия виджета управления монитором. Последняя версия стабильная. Несмотря на глянец, покрытие экрана требует очень бережного к себе отношения. Оно не стеклянное, и после контакта экрана с датчиком калибратора на поверхности образовались трудноудаляемые пятна. Для сравнения, экран у лэптопа Dell тоже глянцевый, но выполнен из стекла, поэтому ухаживать за ним и удалять загрязнения намного проще. И наконец, главная фишка монитора, покрытие Zero Haze, на удивление работает не лучше, а то и хуже, чем допотопный монитор вышеупомянутого ноутбука Dell. На ноутбуке отражения видны субъективно даже немного меньше, чем на фанатично разрекламированном популярными блогерами True Black Glossy у героя нашего обзора. Итак, на кого же рассчитан и для кого подойдет этот монитор? Главная фишка монитора – глянец, поэтому все, кто любит и ценит глянец, его потенциальные покупатели. Современные реалии таковы, что обычный пользователь, которому просто нужен качественный OLED-монитор, хочет он того или нет, вынужден выбирать среди так называемых игровых решений. Производители – суть жертвы маркетинга, а маркетинг диктует обязательное слово «гейминг» в названии продукта. Неважно, это коврик для мыши или монитор. Отсюда следует, что главная целевая аудитория, конечно же, игроки, особенно те, кому нужен именно 4К и, по версии Asus, не хватает средств на версию 240 Гц.
или топовую серию ROG Swift, которая еще на 3-4 сотни дороже. Не главная аудитория — это все те, кому нужен относительно строгий дизайн корпуса и подставки, необходимый и достаточный функционал, преимущество OLED третьего поколения и кто не может ждать до выхода четвертого, кто не хочет переплачивать за профессиональные изделия, которые формально отличаются от этой модели только ценой, набором интерфейсов и возможностями калибровки. И, наконец, главный вывод нашего обзора. Несмотря на выявленные минусы, главное достоинство монитора — это качество картинки, а оно без оговорок просто великолепное. Оставляем монитор в студии на долгосрочный тест и вернемся к нему через несколько месяцев. Подписывайтесь на канал, увидимся в следующих видео.